Всем привет! У меня в мастерской пополнение, а это значит, в этом видео я продолжу заниматься обустройством мастерской и займусь изготовлением сварочной тележки для полуавтомата. В интернете можно встретить большое количество всевозможных вариантов сварочных тележек. Ни одна из этих конструкций не устраивала меня в полной мере. Именно поэтому я решил разработать свой вариант. Как по стандарту, разработку конструкции я начинаю с построения 3D-модели в SketchUp. Чтобы не ошибиться с размерами, заранее я измерил габариты сварочного аппарата и баллона, после чего создал их грубые 3D-модели. Имея отправную точку, приступил к разработке модели. Спустя энное количество времени и перебрав несколько вариантов компоновок, модель все-таки готова, а это значит, можно приступать к реальной сборке. Отправляюсь к своим золотым запасам и набираю необходимый материал. В строительном магазине были куплены колеса на 75 и 100 мм. Как оказалось, это было не лучшее решение, но об этом я расскажу немного позже. Достаточно долго без дела у меня валялась пара шариковых направляющих на 300 мм. Решил применить их в данном проекте. Основание или несущая рама тележки будет сварена из профильной трубы 20 на 40 с толщиной стенки 2 мм. Все остальное будет изготовлено из профильной трубы 20 на 20. Нарезаю профиль на заготовки. Поверхность профилей очищаю от окалины и ржавчины с помощью кораллового диска. С чистым металлом работать всегда приятнее. Выставляю детали основания. В очередной раз выручают магнитные уголки. Делаю прихватки. Замеряю диагонали, а после провариваю. Когда основание готово, к нему можно наращивать остальной каркас. И опять же, первоначально все собираю на прихватки. Это позволит подкорректировать форму изделия в случае каких-либо перекосов или отклонений от размера. Когда каркас выставлен, приступаю к полной проварке. После сварки сварные швы зачищаю лепестковым кругом. А теперь небольшой лайфхак. Если вам предстоит какая-то продолжительная шумная работа, то при ее выполнении используйте шумозащитные наушники. Это не только сбережет ваш слух, но и к концу рабочего дня вы будете чувствовать себя менее уставшим, чем при работе без защитных наушников. В этом я лично убедился.
Пластиковые заглушки смотрелись как-то убого, и от их применения я отказался. Открытые торцы профильной трубы было решено заварить. Из листа толщиной 2 мм вырезаю квадрат. Это будет место установки баллона. Из металла толщиной 3 мм делаю кронштейны крепления задних колес. Раньше разметку металла я производил с помощью обычного штангенциркуля, отчего его губки постепенно тупились, ведь для этого он не был предназначен. И вот, наконец, приобрел себе новую игрушку – специальный разметочный штангенциркуль с твердосплавной иглой. Уже довелось им поработать, вещь просто обалденная, всем советую. Кому интересно, ссылку на него, а также некоторые другие мои инструменты я оставлю в описании под видео. Кстати, чертилка также имеет твердосплавную вставку, за счет чего отлично царапает металл. Линии сгиба до половины подрезаю болгаркой с тонким отрезным диском. Ах да, чуть не забыл, облагораживаю заготовки коралловым диском. Закрепляю детали зажимом к столу и без особых усилий загибаю уши. В местах сгиба металл получил прослабление, и теперь эти углы нужно усилить с помощью сварки. Стягиваю уши болтом, чтобы сварка их не повела. Кронштейн крепления колес готов. Привариваю его к раме. Снимаю размеры полок и наношу на ОСП плиту толщиной 9 мм. Торцы шлифую такой насадкой на болгарку. Из металла толщиной 2 мм нарезаю закладные.
На них будут опираться полки. Столешница будет сделана из металла толщиной 2 мм. Отдельное спасибо хочу сказать Вадиму за такой царский подгон листового металла. Для очистки металла от ржавчины и старой краски нет ничего лучше, чем коралловый диск. Данный диск очищает поверхность очень деликатно и, что самое интересное, практически не затрагивает сам металл. При тех же условиях лепестковый круг быстро засаливается, и его производительность падает в разы. Корщетка хорошо справляется только с рыхлыми слоями ржавчины, слои вековой краски ей поддаются с трудом. В общем, коралловый диск тут абсолютный чемпион. Ссылку, где я его покупал, оставлю в описании. Кому интересно, можете зайти посмотреть. На профильную трубу 20 на 20 с помощью китайского транспортира наношу угловую разметку. Обозначенный сектор удаляю. Гнем, провариваем, обрезаем лишнее. Ручка готова. Беру отрезок профильной трубы 10 на 20 и надрезаю болгаркой с шагом 10-15 мм. Укладываю баллон на бок и по радиусу гну профиль. Дугу прихватываю по месту. Если не уверены в своих действиях, то так как я, лучше не делать. Когда прихватки поставлены, снимаю обруч и полностью обвариваю. Для удаления окислов с защелки и ржавчины с цепи воспользуюсь бормашиной и проволочной щеткой. Цепь надрезаю и делаю подобие крючка. Из все того же листа металла вырезаю детали для шуфлядки. После чего в ход снова идет волшебный диск. Наношу разметку. Углы полностью вырезаю.
По линиям делаю надрезы и по ранее представленной технологии боковины загибаю. Да, возможно, шуфлядка из двойки — это перебор, но я делал из того, что было под рукой. Думаю, металла толщиной в 1 мм тут было бы достаточно. Из обрезка уголка сделал простую ручку. Наношу разметку под шариковые направляющие. Кстати, для тех, кто не знал, разбираются они очень просто. Для этого находим такой флажок, отгибаем его и вытягиваем внутреннюю рейку. Кирню, сверлю, нарезаю резьбу М4. Делаю отверстие для крепления ответной части направляющих на тележке. А теперь очень важный момент касаемо шуфлядки. Ее размеры необходимо высчитывать очень точно. В противном случае шуфлядка может просто не войти по ширине, и тогда придется все разрезать и делать по новой. Мой вам совет: ширину шуфлядки лучше сделать на несколько миллиметров в минус, в случае чего зазор можно будет убрать, просто подложив пару шайб под направляющие. Когда отверстия под направляйки готовы, можно выкладывать и приваривать лист металла, который будет выполнять роль столика. Полоса 20 на 4, из нее получится отличная вешалка для инструмента. Для защиты шариковых направляющих и содержимого шуфлядки от абразивной пыли из жести делаю защитные панели. Тонкая жесть не обладает достаточной жесткостью. Для усиления необходимо сделать ребра жесткости. Закрепляю панель на толстой стальной полосе и постепенно загибаю ударами молотка. Тут лучше всего использовать молоток с закругленным бойком. Такая простая манипуляция позволяет в разы увеличить жесткость панели. Предварительную установку панелей произвожу на саморезы с пресс-шайбой. Для лучшего сцепления краски с металлом поверхность замотовываю, а после обезжириваю. Окрашиваю грунт эмалью с помощью пульвера, купленного на AliExpress. За свои деньги это просто шикарный инструмент. Ссылку на него я просто обязан вам оставить. Пользуйтесь на здоровье. Некоторые элементы было решено окрасить в черный. Небольшие поверхности можно окрасить поролоном.
Малярную ленту лучше удалять сразу после покраски. Я этот момент упустил, и лента отходит плохо. Краска высохла, можно приступать к сборке. Колеса для тележки лучше брать такого плана, они оснащены роликоподшипником. Подшипник был сухой, смажу его консистентной смазкой. Такие колеса для тяжелых тележек лучше не брать, они сделаны из пластика. Окончательный монтаж панелей произвожу на заклепке. Полки из ОСП были покрыты нитролаком. Пару слов касаемо баллона. Объем моего баллона 20 литров. Это, если можно так сказать, укороченная версия полноразмерного 40-литрового баллона, то есть его диаметр такой же. А это значит, что при необходимости на эту тележку можно установить обычный большой баллон. При выборе и покупке баллона 40-литровые варианты я даже не рассматривал, потому как они, уж слишком тяжелые и в заправленном состоянии весят более 90 кг. Такой 20-литровый баллон, как у меня, возможно, выглядит не особо большим, но при этом в заправленном состоянии весит более 50 кг. Установить баллон на тележку и не сорвать спину можно следующим образом. Крепление баллона получилось крайне удачным. После фиксации баллон становится единым целым с тележкой и держится мертво. Чтобы сварочный аппарат не ерзал по полке, вкручиваю 4 самореза в местах, где будут ножки. Чтобы все было по фэншую, в строительном магазине был куплен резиновый коврик. Наношу разметку и вырезаю. Для большей мобильности я решил снарядить тележку мощным удлинителем. Самый лучший удлинитель тот, который вы собрали своими руками.
Для сборки была куплена вилка и розетка на 3 гнезда, а также 6 метров кабеля КГ 3 на 2,5. Данный кабель имеет мягкую резиновую изоляцию. Не путайте его с кабелем ПВС, который сделан из более жесткого ПВХ пластика. Если вы собираете удлинитель для сварки, то кабель должен иметь сечение жилы не менее чем 2,5 квадратных миллиметра. Собирая удлинитель своими руками, вы четко будете знать реальное сечение проводников и можете быть уверены в том, что он выдержит возлагаемую на него нагрузку и не сгорит, как магазинное говно. Крепление удлинителя будет быстросъемным. В случае необходимости его можно будет быстро снять и использовать в другом месте. На нижней полке можно разместить все, что угодно. Сварочные провода, колпак для вентиля баллона, сварочные электроды или еще один сварочный аппарат. На полосе можно очень удобно хранить болгарки, струбцины и другие инструменты. Тут же имеется и розетка, от которой можно запитать инструмент. В шуфлядке также можно разместить различные сварочные принадлежности. Дверца аппарата открывается широко, что позволяет удобно менять проволоку. Каких-то кронштейнов для хранения рукава и кабеля массы я пока не делал. Возможно, позже посетит вдохновение, как это лучше организовать. А пока рукав с проводами буду укладывать так. В целом, сварочная тележка получилась очень удачной. Единственный момент, который я бы исправил, это задние колеса. Мало кто на YouTube в своих видео оговаривает этот момент, но я скажу, чтобы вы не совершали таких ошибок. Если ваша тележка будет передвигаться по более-менее ровным покрытиям, как в моем случае, то все колеса лучше делать поворотными. Это здорово повысит ее маневренность и позволит перемещать ее во всех направлениях, как магазинную тележку. Делать крупные неповоротные задние колеса имеет смысл только в том случае, когда тележка будет выкатываться на грунтовые и другие рыхлые и неровные покрытия. Чтобы тележка была устойчива, очень важно учитывать центр тяжести и устанавливать баллон в колесной базе. Прежде всего, это касается 40-литровых сосисок. А теперь, собственно, ответ, зачем же нужна сварочная тележка. Безусловно, это удобство перемещения аппарата и баллона по территории. Но самое главное, как я считаю, это защита аппарата от всевозможных вредных факторов, присутствующих в мастерской. Металлическая пыль и абразив, которые оседают повсюду, представляют самую большую опасность для любого сварочного аппарата. Во время работы вентилятор прогоняет загрязненный воздух через аппарат. Часть этой пыли в любом случае оседает на платах и других электронных компонентах, в результате чего это может вызвать замыкание между дорожками платы и выводу сварочного аппарата из строя. Уж поверьте, много металлической пыли для этого не нужно. Чтобы этого избежать, необходимо располагать аппарат как можно выше от пола, ведь именно внизу сконцентрирована основная масса тяжелой металлической пыли.
Кому конструкция моей тележки понравилась и нужны размеры, пишите мне ВКонтакте, постараюсь сбросить 3D-модель с размерами. Ссылки на некоторые мои инструменты вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. Ну а на этом у меня на сегодня все. Если видео вам понравилось, то не забудьте поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокол. Также обязательно пишите в комментариях, что еще можно улучшить, мне будет приятно их почитать. Желаю всем полных баллонов аргона и красивых сварных швов. С наступающим Новым Годом и Рождеством, дорогие друзья!